Софи и Стефан, пожилая семейная пара из Австрии, уже много лет жили на краю живописной деревушки, окруженной зелеными холмами, цветущими лугами и узкими каменными улочками. Их уютный дом с деревянным крыльцом и обшарпанной скамьей служил местом спокойствия и тишины. Но однажды их жизнь изменилась. Когда они потеряли своего любимого кота Моркса, Моркс был для них больше, чем просто питомец. Настоящий друг. Красавец с мягкой пушистой шерстью, большой рыжий кот с выразительными глазками, всегда строивший из себя защитника дома. Его беззаконная безопасность и ласковый мурлыкающий голос создавали атмосферу уюта и полноценности. Но однажды Моркс исчез. Софи и Стефан искали его повсюду. Окрестности, соседние дворы, даже в амбарах, но безуспешно. Неделями невозможности найти питомца вымотали их, и те дни превратились в черную бездну. Они чувствовали себя потерянными и разбитыми, ведь кот был не просто животным. Он был частью их повседневной жизни, частью их сердец. В этот период пара обратила внимание на бездомных животных в округе. Дом их стоял на краю деревни, и туда часто забредали коты и кошки, воют несчастье. «Давайте подкармливать их», — предложила однажды Софи. «Пусть у них будет немного радости, даже если мы потеряли свою». С тех пор на крыльце у них почти всегда оставался миска с едой и свежая вода. Иногда появлялись два-три кота, осторожно приближаясь, но вскоре исчезали, испуганно шмыгнув в сторону забора. Люди говорили, что в округе слишком много брошенных и уличных животных. Их травмировали машины, собаки, старые хозяева и вовсе бездомная жизнь. Через несколько недель такой фестиваль добра на крыльце неожиданно стал местом особенного появления. Однажды вечером, когда Софи уже собиралась убирать миски, она заметила его. Худого, вытянутого, весь испещренный ранами, царапинами, облезлой шерстью. Издалека он выглядел словно тень. Он сидел на краю крыльца, держался на значительном расстоянии и внимательно смотрел на миску, но не шел. Кажется, он весь дрожал, но от страха внешность казалась неподвижной. Софи позвала Стефана. Они осторожно наблюдали. Кот казался полностью разбитым и эмоционально, и физически. «Он настолько боялся людей», — вздыхал Стефан, вспоминая, как некоторое время спустя он сам рассказывал эту историю журналистам. «Я как будто видел в его глазах: «Не подходите, я вам не доверяю, меня уже слишком много раз предавали». И действительно, кот, названный впоследствии Пэтси, получился отягощен тяжелым прошлым. Каждая из застарелых ран напоминала недоброе прошлое. Самодельные брошенные капканы, бои, добирающиеся усталость и голод. Но пару впечатлило его выживание. Они решили, нужно делать все постепенно, без давления. Сначала просто кормить вдали. Супруги ставили миски у крыльца, уходили за дверь, закрывались и до 3 раз посещали крыльцо в день. Так продолжалось несколько дней подряд. Каждый день они наблюдали одну и ту же картину. Пэтси подходил на дистанцию около 20 метров, осторожно останавливался, смотрел на миску, но все еще не предпринимал попытки подойти ближе. Пара старалась не шуметь, не шевелить обувью, не издавать звуков. Иногда Стефан оставлял еду чуть дальше, Софию чуть ближе. Но контакт, который ни один вып, не начинался. Прошли недели. Однажды Софи и Стефан заметили. Пэтси медленно приблизился к миске, понюхал еду, но все еще не стал есть. А в следующий раз он ел, но только после того, как супруги ушли внутрь и закрыли дверь. Только спустя 10 минут после того, как мы с женой ушли в дом и закрыли дверь, мы увидели, что он начал есть, рассказывал Стефан. Это стало их маленькой победой.
Медленно, но верно доверие начало строиться. Пара замечала, если они задерживались за пределами крыльца, сидев неподвижно и не моргая, как предлагали статьи о кошачьей психологии, Пэтси мог пересесть еще к паре метров. Через месяц осторожные попытки были этапированы подошедшей рукой. Когда котик ел, Стефан медленно выдвигал руку, не приближая ее слишком близко, давая возможность почувствовать запах, принадлежащий доброте. Постепенно шеи и плечи котика отпускались, его взгляд становился менее напряженным. Мораль, доверие не дается сразу. Бывает, надо просто быть рядом, ничего не требуя, давая пространство и время. Недаром специалисты по фелинотерапии говорят, лучший способ завоевать доверие — стать частью среды. Софи и Стефан это приняли. И видели, каждые 1,5-2 дня Пэтси подопускался чуточку ближе. Спустя 3 месяца он позволил Софи провести по своей шорстке. Ведь первое прикосновение — это магия. Он игриво замялся, замурчал. Это был момент, когда слезы навернулись у обеих супругов. Они отвезли Пэтси к ветеринару, где ему провели комплексное обследование. Выяснилось, что он был заражен блохами, клещами, и несколько глубоких ран уже зажили, но некоторые еще нуждались в обработке. Врач назначил курс антибиотиков, антипаразитарных препаратов и предложил процедуры против кожных инфекций. Софи и Стефан ухаживали за ним. Ежедневно чистили раны, давали медикаменты, обрабатывали шерсть, прививали. Понемногу шерсть отрастала, пушистой, широкими мягковатыми прядями. Кот окреп. Особое внимание стоит уделить Марицу, домашнему коту, который уже жил с парой 15 лет. Когда они впервые приносили Пэтси после обработки домой, Морец отреагировал удивлением. Медленно подошел к новичку, вдохнул его запах, провел серию вежливых приветственных ухов, не издал ни звука, а затем аккуратно прикоснулся носом, как бы проверяя: «Ты кто?». Пэтси, уверенно уверовав в принятие, мягко озвучил маленький мурлык и, кажется, понял: «Я дома». С этого момента началось необычное братство. Они спали рядом, мурлыкали одновременно, вылизывали друг друга и делили одно блюдо с молоком. Но вернемся к Пэтси. Однажды утром Софи проснулась от громкого и продолжительного мурлыканья. Это был Пэтси. Он сидел у ее ног, свернувшись клубочком, и мурчал все громче и громче. Софи, проснувшись, потянулась к нему, взяла на руки, и кот усиленно вжался в ее грудь. Это было первое утро, когда он не убежал от людей. Вместо этого он обнял новую семью. С тех пор Пэтси стал неотъемлемым участником жизни семьи. Утром они вместе с Софи варят кофе, садятся на крыльцо, открывают двери, и кот тут же подбегает, чтобы пойти вместе. Они купили ему мягкий плед, который он особенно любит закрывать себя, забираясь под него, свернувшись. Он бесконечно заботлив, иногда позволяет вычесывать себя расческой, но больше любит просто лежать на коленях у человека. Особенно с Марийцем они часто посапывают вместе на кресле, поглощая солнечный свет и проводя вместе нескончаемые часы тонкого взаимного тепла. Пэтси уже не помнит свою прежнюю жизнь. Теперь его дни наполнены мясным паштетом, игрой с мягким мячиком, ласками от пары и дружбой с Марийцем. Он посещает ветеринара, следует прививкам и профилактике. Весной он впервые за годы вылез в сад, разнюхал цветущие тюльпаны и ландыши, пробежался за тенью, схватил мыльный пузырь с осторожностью, но азартом, и был крайне доволен. И это главный вывод. Даже самый запуганный кот может стать ласковым очаровашкой благодаря любви, терпению и заботе. Эти слова не просто слова. Каждая потертая шерстка, каждый глоток теплого молока
Каждое поглаживание– часть настоящей сказки. Каждая капля заботы, как капля магии. А когда ее достаточно, она превращается в сияние. Софи и Стефан не просто спасли кота. Они дали ему шанс быть счастливым. И теперь Пэтси каждый день дарит их дом теплыми мурлыками, нежностью и бессловесным, но глубоким признанием любви. Всем, кто смотрит это видео, читает эту историю, помните, доброе сердце способно исцелить. Если вы потеряли питомца или переживаете трудные времена, не бойтесь открывать дверь недобитым существам. Даже один кусочек еды, один погладь могут изменить чью-то судьбу. Ведь в благодарность они дадут вам намного больше тепла, любви, настоящего дружества на всю жизнь. Дорогие зрители, читатели, если вы читаете этот текст, если вам понравилась эта история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, страницу, рассылку, делитесь с друзьями. Поддержите добрые поступки вокруг вас, будь то котики, птички, бездомные собаки или просто люди, нуждающиеся в вашей помощи. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, и пусть каждый пушистый друг найдет свой дом и любовь.